Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на семейном канале. Делаем вместе своими руками. С вами Андрей и Наталья. Не так давно мы увлеклись простой вышивкой с помощью швейной машинки. По большому счету, это аппликация на ткани, но дело в том, что большую часть работы в этой технике занимает именно вышивка поверх лоскутков, а работа с лоскутками занимает несравнимо меньше времени. По моему мнению, эта техника сильно недооценена, хотя доступна даже на обыкновенной швейной машинке с маленьким набором операций. Я небольшой специалист в области лоскутной аппликации и вышивки. У меня простенькая швейная машинка, поэтому я использую в основном свободно-ходовую стежку, прямую строчку и зигзаг. Хотя опытные мастерицы, виртуозно владеющие свободно-ходовой стежкой, на серьезной швейной машинке могут использовать для вышивки практически все строчки, на которые только способна швейная машинка. Сегодня мы поделимся идеей, как на простенькой швейной машинке, не имея большого опыта, можно вышить небольшие картинки аппликации. На самом деле все просто. Для вышивки аппликации нам нужна плотная ткань, из которой мы сделаем основу. Из джинсовой ткани вырезаем небольшой лоскуток, края лоскутка сразу обрабатываем простым зигзагом, так как при работе лоскуток будет много раз вращаться. Если края не обработать, они быстро обрюмкаются. Для того, чтобы сделать небольшую картинку, нам понадобится еще один лоскуток меньшего размера и более тонкой хлопковой ткани. На этот лоскуток ручкой «Пиши-стирай» мы сделаем набросок рисунка. Перерисовывать на лоскуток картинку будем заранее подготовленного эскиза. На листочке в клеточку я нарисовал 4 простых рисунка. 3 котика и 1 птичку. Один из рисунков мы перенесем на лоскуток. Я решил перерисовать котика. Чернила ручки «Пиши-стирай» пропадут после обработки лоскутка горячим утюгом, поэтому можно смело делать набросок, стирать и рисовать снова, подправлять рисунок или рисовать заново, пока не добьетесь желаемого результата. Сделали набросок, основательно прорисовываем контур и мелкие детали, так как именно по этим линиям мы будем прокладывать строчки. Рисунок должен быть хорошо виден. Прорисовали. Теперь фиксируем лоскуток с рисунком на основе с помощью булавок. Нам нужно, чтобы изображение оставалось на середине основы. Зафиксировали лоскуток, прошиваем его на швейной машинке. Прошивать изображение котика будем с помощью свободно-ходовой стежки. Я приспособился шить вот такой простенькой лапкой. Ее рабочая часть прозрачная, и сама лапка стоит совсем недорого. Если кому-нибудь интересно, ссылку на недорогие лапки оставлю под видео. Начнем прошивать картинку с середины, чтобы на аппликации не было морщин. Прошиваем рот котику контрастными нитками. Проходим строчку 3-4 раза, чтобы ее было хорошо видно. Прошили рот. Теперь прошиваем рисунок по краю. Торчащие нитки вытаскиваем на левую сторону и обрезаем, чтобы они не мешались. Выставляем в регулировках машинки небольшую длину стежка. Первую строчку прокладываем просто по рисунку. Второй и третий будем закрывать, сглаживать те места, где рука дрогнет и строчка окажется неровной. Чтобы строчка была поровнее, разворачиваю ткань, чтобы лучше контролировать строчку. Удобнее всего прокладывать строчку по прямой, на себя или от себя. Усы кота тоже проходим непрерывной строчкой, пока на один раз. Будем проходить второй раз, тогда и подровняем. Прошили контур на первый раз. Убираем булавки, они нам больше не понадобятся. Прокладываем вторую строчку поверх первой. Второй строчкой мы выравниваем, а третьей расставляем акценты, увеличивая ширину и заметность строчки. Конечно же, если часто шить, через некоторое время, когда набьешь руку, шить будет быстрее и без лишних движений. Но для начинающих очень важно, чтобы уже сейчас получалось аккуратно. Главное не торопиться и не форсировать события. Если не уверен, что получится удержать строчку, останавливаюсь, разворачиваю ткань и продвигаю ткань от себя. Так проще всего. Прошили края рисунка
по второму кругу переходим на третий и прошиваем места, где строчка кажется тонкой. Прошили котика по контуру, прошиваем глаза. Такие небольшие округлые линии удобнее всего прошивать, двигая основу из стороны в сторону. Так и строчку полностью видно, и ее проще контролировать. Прошьем глаза и нос, а потом будем вытаскивать нитки наизнанку. С носиком также нет никаких сложностей. Единственное, что если носик сделать слишком большой, тогда строчкой придется заполнять всю поверхность, и внутри носика останутся пустые места, которые нужно будет аккуратно заполнить. Так, чтобы излишнее натяжение не деформировало всю картинку. Обрезали все нитки и завязали узелки, там, где нитка плохо закреплена, и в этом был смысл. Теперь берем маникюрные ножницы, отступаем от вышивки примерно 3 мм и обрезаем лишнюю ткань по краям. Ткань обрезаем по-разному. Например, возле усиков сейчас подрезал покороче. Предыдущий вариант, где оставлял ткани побольше, мне кажется более удачным. Всю лишнюю ткань обрезали и проутюжили картинку. Вот такой котик получился. Таких котиков я сделал 2. Одна аппликация на однотонной ткани, другая на ткани с рисунком. Сразу хочу собрать котиков в лоскутный блок. Вырезали из джинсов еще 3 лоскутка и обработали их края. Идея очень простая. Прикладываем лоскуток к лоскутку и прокладываем строчку, а потом раскрываем и разглаживаем швы. Собираю лоскутки с помощью прозрачной лапки для пэтчворка. Это одна из моих любимых лапок, хотя стоит, как говорится, 3 копейки. Для тех, кому нужна такая лапка, ссылку оставлю под видео. Собрали парные лоскутки между собой и проутюжили швы. Пришиваем лоскутки с картинками к лоскутку с разных сторон по тому же принципу. Вот такой лоскутный блок у нас получился. Все очень просто. За час с лишним на простенькой швейной машинке, без специальных приспособлений, мы сделали 2 вышивки аппликации. А это уже практически половина сумки. Таких половинок заготовок у нас 2. Когда шил аппликацию котики, планировал сделать девочкам сумку. А теперь передумал. Сделаю 2 разных сумки. А на этом на сегодня у нас все. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь, пишите нам. Мы читаем все комментарии. Всего вам доброго. До свидания.